Приветствую вас на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений, и речь сегодня пойдет об игровом ноутбуке MSI модель GF65 на процессоре 10-го поколения i5-10500, а также видеокарты RTX 3060. Что это за чудо, на что оно способно, сколько оно стоит и какие результаты показывает в синтетических тестах, а также в игровых в этом видео. Погнали! Итак, что же представляет из себя данный ноутбук? Вот мы видим, крышечка выглядит вот так, здесь наклеена защитная пленка. С этого торца мы видим разъем под наушники, 2 USB 3.0, 2 Type-C, сеть, замок. С этой стороны мы видим решетки радиаторов, здесь отдельный вентилятор как на видеочип, так и на процессор с отдельной системой охлаждения. С этого торца мы видим HDMI можно подключить и питание, что, кстати, расположение здесь не очень удобное. С нижней части мы видим достаточно большое количество отверстий для забора воздуха, то есть греться он не должен. Внутри видим клавиатуру и экран с достаточно широкой нижней рамкой. Клавиша включения находится вот здесь. При включении ноутбук выдает логотипчик, клавиатура с подсветкой. Ну, внешний вид, в принципе, можно назвать игровым. Ничего такого больше я про него сказать не могу. Давайте же перейдем к тестам. Итак, первое, с чего мы начнем, это с КПУ Z. Здесь у нас показаны технические характеристики Intel Core i5, Comet Lake, 45 Вт теплопакет, 14 наномикрон технология. Кэш третьего уровня 12 мегабайт, 6 ядер, 12 потоков. Все это бустится почти до 4,1 ГГц. Материнская плата здесь MicroStar стоит. Порт PCI-Express 3.0. Видеокарта, графический интерфейс. Здесь у нас работает по PCI-Express 4.0. Пропускная способность 16 гигабит в секунду. Как это реализовано, мы узнаем скоро с вами в тестах. По памяти я докупил сюда вторую плашку оперативной памяти на 8 гигабайт. В комплекте идет всего одна плашка в 8 гигабайт и работает в одноканале, и как бы не раскрывает особо-то свой потенциал. Вообще, в целиком вся система. И две плашки, та, которая идет в комплекте, это у нас используется Samsung DDR3200. И вторую плашку, которую я докупил, брал в DNS самую дешевую, отдал 2700. Это патриотовская плашка, тоже на чипах. Что хочу сказать. Процессор этот по своим спецификациям поддерживает 2000, по-моему, что-то там 933 МГц всего. Почему они с завода ставят флешку на 3200, вообще непонятно. По графике здесь у нас встроенная UHD график Intel, ну вот такое. И самое здоровское это RTX 3060, как пишут на разных ресурсах. Эта карта типа урезана вся в доску и, короче, ничего типа она не может. На самом деле это все далеко не так. Здесь используется DDR6 уже память, 6 гигабайт видео памяти, 192 бита и вендор Samsung. Как бы по идее должно быть все неплохо. Бенчмарк показывает достаточно низкие значения на самом деле. Это далеко не так. Повторюсь, это все синтетические тесты и никоим образом они не могут отражать реальные задачи при использовании. Прежде чем перейти к техническим характеристикам этого ноутбука, а также к синтетическим и игровым тестам, хочу вам сказать, что, судя по отзывам форумов всеразличных, он, короче, греется очень сильно. Проц долбится в сотку, видеокарта греется порядка 80 градусов. Каким образом я решил эту проблему без там каких-то таймингов, отключения турбобуста, либо анлок, либо даунвольтинга процессора, это все делать не надо, я пошел простым путем, об этом я расскажу вам в конце видео. AIDA 64 это реальная версия, я не стал заморачиваться искать каких-то взломов. Что же касается теста Cinebench R23, он у нас здесь на 10 месте, обогнал i7 4-го поколения, как вы видите, набрав 4447 баллов. Итак, по поводу накопителя, который
который по идее должен быть на 512 гигабайт. На самом деле это не так. Здесь используется NVMe накопитель от Micron 2210. Фактическая его емкость 476 гигабайт. И данные Crystal Disk Mark версии 8.04 вы видите на экране. То же касается графического теста, а именно температурные режимы Фурмарка. Пока длится тест, хочу сказать о том, что здесь используется матрица IPS, достаточно неплохие цвета, 144 Гц он отображает, и картинка в игрушках, да и вообще при каких-либо работах очень хорошая. Температурная прямая держится стабильно на 79 градусов, это очень хороший показатель. Итак, следующий тест у нас Need for Speed Heart, Full HD, режим HDR Auto, и здесь у нас все стоит на ультрах. Ну, 30-40 кадров есть, хочу повториться, что это на ультра настройках графики. И вполне играбельно, ничего не подтормаживает, не подтупливает. А что если мы включим высокие настройки графики? Ну, сразу же выросло уже до 60 кадров в секунду. Очень даже играбельно, все замечательно, можно шпилить. Киберспортивные настройки графики, Full HD, без ограничений, масштаб отображения 120, яркость 50, пользовательские сглаживания выставил, постобработка средняя, тени по сути в этой игре не нужны, текстуры высокие, эффекты низкие, листва низкая, в общем, что мы видим на данный момент. За 100 кадров, ну там 90-100 с лишним у нас есть. С правой стороны вот тут вы видите температуру видеочипа, это у нас 70-80 градусов, он работает на частоте 6000 МГц. Центральный процессор не догружен, даже частоты не поднимает на 2000 МГц всего. Графический процессор тоже у нас не догружен, и мы стабильняк получаем 80-90, а то и больше. Мотоцикл не глохнет под водой, его прикол, да? Ну и в заключение у нас будет Киберпанк. Настройки графики, трассировка лучей минимальное, качество текстур максимальное. Ну и запустим тест производительности Киберпанка. Справа вы можете наблюдать температуру и загруженность как центрального процессора, так и графического. Считаю, что результат очень неплохой. Среднее количество кадров 54, минимальное 17 и 82. Включать игру смысла абсолютно никакого я не вижу, в силу того, что в принципе все то же самое здесь будет. Я считаю, что результат это более чем оправданный и замечательный. Открываем параметры, система, питание, спящий режим, дополнительные параметры питания, настройка электросхемы питания, изменение дополнительных параметров питания, управление питанием процессоров, минимальное состояние процессоров от сети я поставил 10%, максимальное состояние процессора я поставил 85%. Если вам этого недостаточно, ставьте там 90. 95, но не ставьте сотку, в сотку он у вас будет долбиться и системы охлаждения будут очень сильно работать. Как-то вот так. Ну а теперь подведем итоги. Итак, пришло время подвести итоги. Я тут себе на бумажечке выписал его плюсы и минусы. И, собственно, давайте начнем с плюсов. Первый плюс. Производительный процессор. Современный. 6 ядер, 12 потоков. Бустится до 4000 МГц. Последнего поколения видеокарта RTX 3060. Немножко она там урезана по теплопакету, но ей не мешает достаточно неплохо справляться. Это тоже плюс. Экран здесь IPS 144 Гц. Ваши глаза вам скажут спасибо. Цветопередача достаточно неплохая, герцовочка нормальная, все плавненько, комфортно, можно играться либо работать. SSD NVMe, который идет в комплекте и якобы должен быть на 512 гигов, на самом деле 470, я не отношу это к какому-то там минусу, это скорее плюс. Также плюс то, что вы можете поставить еще одну NVMe-шку,
что очень даже хорошо. По поводу клавиатуры есть подсветка, можно отключать. По поводу эффектов не знаю, переливашки всякие, мне это особо не интересно. Но то, что есть подсветка и при плохом освещении, кнопочки хорошо видно, удобно работать. Единственное, что мне не понравилось, что она красного цвета. Из минусов: перегрев в стоке. То есть нужно делать либо даунвольтинг, либо отключать турбобуст, либо настраивать энергопитание процессора, в общем, греется. Также из минусов я отнесу то, что стоит одна планка оперативной памяти и система работает в одном потоке. Достаточно мало результатов по памяти она выдает, надо, видимо, все-таки с таймингами поколдовать. Если вы знаете, как это сделать, пишите в комменты. Также к минусам хочу отнести достаточно слабую аккумуляторную батарею. Работает, блин, от силы 1,5 часа, а при запуске какой-нибудь игрушки всего там порядка 15 минут. Признаться, не тестировал я эту тему, но очень много людей на это жалуют. Также к минусам хочу отнести положение USB-портов и портов Type-C с правой стороны. Ребята из MCI, если вы делаете игровое устройство, вы знаете прекрасно, что в большинстве случаев люди правши. Нахрена вы располагаете их с правой стороны? Вот эти торчащие провода будут, зачем это нужно? А вообще на этом ноутбуке, а именно на его клавиатуре, играть крайне затруднительно в силу того, что он высоко, пальцы приходится ставить домиком. Короче, я пришел к выводу, что надо подключать внешнюю клавиатуру, другую USB-шную, и подключил, и мир изменился, все стало. Также к минусам хочу отнести его цена на данный момент в 90 тысяч рублей, но в связи с тем, что у нас там нехватка запчастей на заводах и бла-бла-бла, плюс вот эти барыги, любители поднавариться за чужой счет под шумок, это все вот сказывается. Если же у вас есть какие-то замечания, вопросы, либо еще что-то, что касается этого ноутбука, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу, выслушаю ваши советы, как это все правильно настроить, чтобы это хорошо работало. Но на данный момент я увидел пока вот такой самый простой способ, как для обычного пользователя, и этот способ действенный и рабочий, так что пользуйтесь. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки либо дизлайки, если вам не понравилось видео, в чем я, конечно же, сомневаюсь. С вами был канал Твой Конфиг, меня зовут Евгений. Скоро увидимся, скоро новое видео. Всем пока!